Здравствуйте, дорогие друзья! Наступил первый месяц лета, а с ним пришла по-настоящему теплая погода. Самая пора собирать первый урожай в ваших садах. Это листья и травы, из которых можно приготовить чаи и приправы. Сегодня я собираю листья малины и вишни. После небольшой ферментации и сушки получится ароматный полезный чай. А также соберу мяту для приготовления чудесного мятного сиропа и чая. Сушеные листья вишни отлично подходят для заваривания витаминного чая. Напиток лучше пить в теплом виде, в осенний и весенний период для поднятия иммунитета. Чай отлично утоляет жажду, имеет приятный вкус. О полезных свойствах малины известно с давних времен. В основном мы употребляем ягоды этого растения, добавляем их в чай, выпечку, готовим из них варенье и незаслуженно обходим стороной другие части кустарника, а ведь они обладают не меньшей ценностью, чем плоды. Так почему бы жарким летним днем или холодным зимним вечером не заварить чай из листьев малины? Мята у меня нескольких видов, так что ее я также собираю для заготовок. Чтобы заготовка листьев и трав была не в рутину, собирайте небольшими партиями, как я. Тогда это не отнимет много времени, и за пару заготовок вы хорошо пополните запасы травяного чая. Листья мяты я хорошо промываю, так как на них много песка и насекомых. Отделяя листочки от стебля, стебель также буду использовать. Порезав его помельче, я также высушу и буду добавлять его в чай. Листья мяты я сушу свежими, но также можно и ферментировать мятный лист. Из оставшей части мяты я готовлю сироп. Вот что точно заслуживает внимания любителей мохито. Сироп получается прекрасный, может долго храниться. 300 грамм мяты я заливаю 600 мл воды и ставлю на слабый огонь. Покипев 10-15 минут, снимаю с огня и даю остыть до комнатной температуры. Пока сироп остывает, занимаюсь листьями малины и вишни. Также промываю их в воде и, разложив на ткани, хорошо просушиваю. Затем складываю в пакеты и помещаю в морозиловую камеру. Там лист замерзнет и будет более податлив для дальнейшей переработки. А тем временем возвращаюсь к мятному отвару, который остыл и ждет процеживания через марлю. К чистому отвару добавлю сок половины лимона и 500 грамм сахара. После закипания варю 10 минут на слабом огне и заодно стерилизую стеклянные бутылочки. Вы можете хранить сироп в любой стеклянной посуде. Приготовленный сироп таким способом может простоять очень долго, так как сахар и стерильная посуда не дадут ему закиснуть, пока он у вас не закончится. Приготовить полезный и очень вкусный напиток из сиропа очень просто. Лед, долька лимона, листочек мяты, сироп по вкусу и вода. Отличный напиток в жаркий солнечный день. Да, у меня пасмурно, но я пью с удовольствием. Вернемся к нашим замороженным листьям. Листья малины я скручиваю в жгутики. Да, работа кропотливая, но в итоге чай, который у вас получится, будет достоин всех ваших усилий. Лист хорошо холодит ладони, поэтому дискомфорта при скручивании никаких нет. Лист вишни я не скручиваю, так как он очень плотный. Просто перетираю его между собой до выступления на листьях вишневого сока. Готовое сырье можете просто накрыть влажным полотенцем и отправить в теплое место 25-26 градусов на 10-12 часов для ферментации.
Когда аромат листьев станет пряным, неповторимым, сладко-фруктовым, значит процесс ферментации идет правильно, и ваш чай скоро будет готов. Я люблю среднеферментированный чай, 10 часов выдержки, аромат при этом у чая сильный, сладкий, с едва уловимой кислинкой. Рекомендую попробовать приготовить чай с разным временем выдержки, 8, 12, 15 часов, чтобы понять, в чем разница запахов и вкусов полученного чая. Чтобы остановить ферментацию, выкладываю чай на поддон сушилки и сушу при 50 градусах. Можете высушить и естественным способом, но имейте в виду, что ферментация ваша продолжится, пока лист не высохнет. Тема такого чая очень обширна, чтобы охватить ее одним коротким видео. Но основные моменты, я уверена, вы освоили. Вы сможете приготовить чай из листьев многих фруктовых деревьев. Ферментировать можно листья вишни, яблони, груши, садовой земляники, малины, черной смородины, черноплодной рябины, клена, лещины, мяты и мелиссы. Готовьте травяные чаи и наслаждайтесь вкусом лета. Спасибо вам, дорогие друзья, что были все это время со мной. Удачи и до новых встреч!